Всем привет! С вами Айми, и сегодня, наконец-то, настал тот день, когда я распакую свою самую долгожданную посылку этого года. Dolphy Dream Miku NT, выпущенная в этом году. Я ее даже еще не доставала из посылки, надо ее достать сейчас. Тяжело. Вылезай, вот моя красавица. Снимаем с нее пупырочку. Вот она. Вот такая вот красивая. Но перед тем, как распаковать вот эту красотку, я хочу сделать две вещи. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в моей покупке вот этой вот замечательной девочки. Во-первых, это группа Dolphy Dream. Именно они помогали с выкупом, с заказами, там, короче, доставкой, вот это вот все. И второй, это человечек, который находится сейчас в соседней комнате от меня, не помогает мне в съемках абсолютно, хотя помогает тем, что он ушел. В общем, Тайлер, да, без него я не смогла бы решиться на такую большую, дорогостоящую, страшную покупку. Спасибо ему огромное за помощь и поддержку. Так, и вторая вещь, которую я хотела сделать. Я хочу рассказать небольшую предысторию того, как вообще я ее покупала, заказывала, все дела. Если вам это не очень интересно и вы хотите сразу перейти к распаковке, то вот где-то здесь будет тайм-код, по которому вы можете перейти и сразу же смотреть на содержимое вот этой вот красивой коробочки. Отправимся на год назад. Где-то год назад, в начале сентября, я сидела за компьютером, листала ленту рекомендаций ВКонтакте и внезапно наткнулась на этот пост. Пост был об анонсе новой Dolphy Dream Miku. Если честно, до этого я, конечно, знала о том, что существуют куклы Dolphy Dream, вот Miku по вокалоидам, все такое, но я никогда особо этим не интересовалась. Я знала, что они очень дорогие, что их очень тяжело достать, они продаются только где-то на вторичке, поэтому, в принципе, никогда об этом не задумывалась раньше, о покупке, о чем-то подобном. Но этот пост-анонс немножечко меня заинтересовал. В первую очередь было интересно, по какой цене они будут продавать эту Мику, как она будет выглядеть и все подобное. Я подписалась на группу и начала, собственно, ждать каких-то новых новостей. Конечно, да, именно так это говорится. Прошел месяц, анонсировали куклу Фриран. Это, конечно, не сильно имеет отношение к делу, но они с Мику шли так очень-очень параллельно в своих анонсах, выпусках, там, продажах и все такое, поэтому, я думаю, имеет смысл ее упомянуть. Прошло еще 2 недельки с анонса Фриран, и, наконец-то, нам показали настоящих кукол. Нам показали и куклу Мику, и куклу Фриран сразу. Постепенно появлялись какие-то новости касательно Мику, касательно Фриран. Появлялись новые промо-фотографии, информация, что у них за тела, что за головы. Появились вот такие вот очень забавные видео. Да даже не забавные, очень полезные. Я их как раз недавно пересмотрела. Там рассказали, как куколку причесывать, как на нее надевать наушники, там заколочки, все такое. Короче, очень полезное видео. Также показывали уже эту куклу вживую вместе с другими вокалоидами на всяких выставках, мероприятиях. В какой-то момент вместе с промо-фотографиями наконец-то стала известна стоимость этой замечательной куколки. И знаете, она меня очень приятно удивила. Мику стоила всего лишь 76 тысяч йен. И вот тут вот я уже хорошенечко так задумалась о покупке. 15 декабря 2023 года я написала в группу Dolphy Dream, спросила, будут ли они заниматься выкупом этих кукол, как вообще это будет все происходить и все такое. На что они мне ответили, что довольно скоро появится информация по поводу выкупа, что нужно немножечко подождать и все такое. И я села ждать. Магазин объявил принцип, по которому будет продавать кукол.
Про Фрирен написано было, что будут куклы продаваться просто из корзины, то есть кто быстрее оформил заказ, там все платил, того и кукла. А с Мику немножко интереснее, они продают кукол только пользователям с их VIP-членством. И опять же, понимаю, все очень ограничено, тоже кто быстрее успел, того и Мику. В общем, да, очень сложно, очень страшно. Я немножко распереживалась, как они вообще будут это все делать. Спустя буквально несколько часов появилась информация о том, что открыт набор на выкуп Фрирен и Мику. Собирали покупатели по принципу, опять же, кто быстрее группе написал, тот первый встает в очередь. Брали всего по 5 человек на каждую куклу, объявили стоимость. Мику получалось 58 тысяч, Фрирен чуть-чуть подороже, 63. Я помню этот день, как будто бы он был вчера. Я в этот день шла куда-то к метро, иду, тут мне приходит сообщение, уведомление о том, что открыт набор на кукол. Я по какому-то наитию моментально пишу Тайлеру: мы берем Мику. Он сразу же мне отвечает: да, берем. Я сразу пишу в группу Dolphy Dream, что я готова оформить заказ. Они мне отвечают, что да, хорошо, вас записали, чуть попозже скинете предоплату. И знаете, и даже при моем вот этом моей мгновенной реакции все равно кто-то был быстрее. Я не была первая в списке. Как я поняла, все места на Мику разобрали минут за 10-20. Я рада, что я хотя бы успела в эту очередь. Мне написали, что о результате выкупа вы будете проинформированы в субботу до 8 часов по московскому времени. Это было очень нервно. Я не знала, чего ожидать. Я не знала, насколько тяжело действительно выкупать этих кукол. И 23 числа пришло мне сообщение: здравствуйте, к сожалению, попытка неудачная. Я была расстроена. Как я уже сказала, я до этого не знала, как вообще проходят все эти выкупы, насколько там ожесточенная битва действительно начинается. И вот если вам интересно прочитать всю эту душераздирающую историю, вот она, можете поставить видео на паузу. Действительно была война. Что за Мику, что за Фрирен. И я на самом деле искренне рада за людей, которым достались куколки вот из этого вот первого выкупа. И, естественно, огромное спасибо администраторам группы. Они огромные умнички и молодцы. Что ж, казалось бы, для меня на этом история должна быть закончена. Я была действительно расстроена. Мне попадались фотографии этой Мику НТ в Инстаграме, ВКонтакте, в ТикТоке даже что-то попадалось. И каждый раз это так было больно. Мое сердечко прям не выдерживало. Я даже отписалась от группы Dolphy Dream просто потому, что мне было больно смотреть на эту Мику. Я уже смирилась с тем, что куколки не будет, но прошло некоторое время. Я уже не помню, как это произошло. То ли опять в рекомендациях мне попалась группа Dolphy Dream, но у них на стене появился вот этот вот пост о том, что какой-то, видимо, магазин Перекуп открыл продажи на эту Мику, и они теперь набирают людей. Опять же, ну, я все понимаю. Ну, давай без агрессии, пожалуйста. Ну, я же испугалась. Какой-то магазин китайский, видимо, те самые Перекупы, которые в первый день продаж запустили кучу ботов на покупку этих Мику, открыл продажи Мику НТ. В чем проблема? Если на старте продаж за куклу нужно было заплатить около 58 тысяч рублей, здесь стоимость поднялась до 90 тысяч. Так или иначе, решение было принято, что все-таки я хочу эту куклу, я действительно хочу иметь вот эту красотку, которая только что на меня напала. И да, я записалась на предзаказ этой малышки. Администраторы написали, что информация появится только в конце весны, в начале июня о выкупе, о доставках и обо всем подобном. Пока я ждала все эти несколько месяцев, внезапно на меня свалилась еще одна финансовая ответственность. Это поездка в Японию. Но ладно, забудем об этом. От Мику отказаться уже было невозможно. Да и зачем отказываться от этой красоточки? Шли месяцы.
конец мая, начало июня. И вот конец июня, 27 число. Мне приходит сообщение от группы Dolphy Dream, что кукла вышла в релиз, и нужно внести окончательную оплату еще там сколько-то, 66 тысяч. Страшные цифры, сейчас говорю, абсолютно очень страшные. Я была рада, я была довольна, это значит, что все будет хорошо. Осталось потерпеть совсем немного. И ждать, как оказалось, нужно было совсем недолго, потому что спустя всего месяц кукла уже прибыла в Россию. Мне отправили по почте. Я очень долго сомневалась, отправлять по почте или отправить там каким-нибудь СДЭКом. Я так переживала за ее сохранность. В итоге отправила почтой. Было написано, что приедет она 5 августа. В итоге приехала еще раньше. Числа 2, если я правильно помню. И вот она у меня почти 3 недели валялась в шкафу, потому что у меня просто не было возможности сесть и записать вот это видео. Вот. Люди, которые перешли по тайм-коду, рада, что вы снова к нам присоединились. Теперь мы будем открывать вот эту замечательную девочку. Как мы можем видеть, коробка сама очень красивая. Тут такой красивый арт с этой Микушей. Я не могу. Очень красивая. Я специально перед записью вот этого видео не смотрела ни одной распаковки именно Мику Инти. Я когда-то видела распаковки других кукол, но вот эту я специально максимально игнорировала, где бы она мне не попадалась, потому что я хочу сама увидеть всю эту красоту, которая будет внутри. Так, давайте посмотрим, как она вообще открывается. Я уже вижу, что можно сделать. Так вот. Я вижу ножки. Вы видите ножки? Какая прелесть. Давай. Оп. Почти добрались до головы. Я ее вижу. Господи, какая она хорошенькая. Она такой стесняется. Ты моя радость. Так, я хочу сначала, наверное, ее вытащить из упаковки. Так, ты у меня открываешься без ножничек? Открывается. Мне очень интересно ее пощупать, потому что какая она будет на ощупь. Ага, щупаю. Такая вот головушка у нее. Ручки. Вот здесь сбоку у нее есть ее татуировочка. Ну ты красотка. Какая она хорошенькая. Так, давай-ка я тебя... Садись со мной. А у меня почти не видно. Посидим вместе с моей подружкой. Сиди, держись. Убираем картоночку. И тут у нас всякое разное. Так, начнем с того, что лежит наверху. Тут у нас файлик. Что тут проще всего достать? Во-первых, другие ручки. Я не знаю, как у кукол меняются ручки, но ручки вот такие вот. Супер милые. И куча всяких бумажечек. Что у нас тут? Книжечка какая-то. Что-то очень много всего про кукол написано. Очень интересно. Тут про тела, про уход, как менять части тела. Что тут у нас дальше? Здесь информация по поводу всяких дополнительных штучек, но здесь в основном все на японском, поэтому не очень интересно и не очень понятно. А вот эта штучка уже относится непосредственно к Мику. Вот такая вот бумажулечка. В этой бумажулечке у нас написаны всякие спецификации и написана комплектация, как правильно все это надевать. Сейчас будем, наверное, на это смотреть, когда будем ее одевать. Тут у нас коробочка. Тут у нее наушнички и заколочки. Сразу бросается в глаза, естественно, паричок. Он такой маленький, он такой хорошенький. И здесь у нее целый пакет одежды. Давайте тогда уже смотреть, как ее правильно одевать, что в каком порядке и все подобное. Все написано вот в этом журнальчике, который я только что показывала.
Во-первых, нам рассказывают о комплекте. Парик, одежка, ручки, обувь, наушники и заколочки. Дальше нам говорят про юбочку. В первую очередь, значит, мы надеваем на нее юбочку. Вот такая вот юбочка. Ниточка должна идти вокруг вот этой вот всей штучки. Немножечко она подзапуталась. Как-то вот так вот она должна быть. Юбочка. Даже молния. Ути, господи. Там даже маленькая крошечная молния, которая расстегивается. Два. Ага. Второй на очереди, судя по всему, это блузочка. Это вот этот пакетик. Вот так вот блузка у нас упакована. Панцу! А как же панцу? Панцу-то, наверное, надо было перед юбкой надевать. Какая прелесть! Какие они крошечные! Вот так вот. Все. Так, дальше у нас идет блузочка. Все-таки. Какая блузка на ощупь приятная. И тут что-то нарисовано на ней. Какая прелесть. Написано, что рвать пуговки не надо. Точнее, кнопочки. Надо с ними аккуратненько. Ручки ей выставляем назад и надеваем. Хорошо, что есть полностью инструкция, как это делать, потому что с куклами, с такой одежкой не всегда все однозначно понятно. Оп. Надели блузочку ей, моей хорошей девочке. Дальше галстучек. Надо найти галстук. Вижу. Пакетик с галстучком. Поднимаем ей воротничок, как написано в инструкции. Теперь надо как-то дотянуться. Красавец, ну что тебе дальше нужно надевать? Дальше на тебя надеваются твои перчаточки, я правильно понимаю? Такие вот. Можно на любую руку надевать. Аккуратненько, очень, чтобы ничего не порвать. И готова вторая лапка. Так смешно выглядит с вытянутыми руками. Ой, эти очень красивые. Они полупрозрачные, с разными надписями, узорчиками. И сверху еще написано Harmonix. И вот такая булочка красивая у нас получается. Чулочки надо хорошенечко натянуть на ножки. Узорчики есть небольшие на чулочках. Надеюсь, вам видно. Так, и надо на правильную сторону каждую штучку надеть. Оп, оп, вот она, моя хорошая, теперь в чулках. Уже петь готова. Вы посмотрите на эти ручки. Она уже готова исполнять. Вот такие вот чулочки. Дальше нам рассказывают очень много про парик, но вообще-то мы еще не надели на нее обувь. Какие туфельки, какие туфельки. Давай. Туфельки, парик. Парик и аксессуары на парик. Это самое, я так понимаю, сложные. Не нужно снимать с нее сразу вот эту вот фигню. Лучше оставить, просто снять с головы и аккуратненько надеть на нашу девочку. Ой, вроде натянулся даже сразу. Не уложенная, конечно, смешная очень. Дальше идут наушники. Они хитрее. Нам нужно достать наушники и поделить их на две вот такие вот части. Одна часть идет спереди, которая основная. Она должна надеться куда-то примерно к ушам. Оп, оп. А вторая идет под хвостами. Вот, и надо как-то это дело застегнуть. Все, вроде бы готово. Нет, вывалился.
Понятно, наушники особо не трогаю. Вот она с наушничками. Сеточка свою роль уже отыграла. Вот у нее волосы просто роскошные. Очень красивые. И остались наушнички. Они надеваются просто сверху. Так, ну и в целом она у нас готова. Вот такая прелестная барышня. Очень красивая девушка, мне она очень нравится, я очень ее ждала. Соответственно, я очень рада, что она у меня наконец-то появилась в коллекции. Замечательная, просто прекрасная. Лицо нарисовано просто превосходно. Сам костюмчик очень красивый. Волосы, ну, выше всяких похвал. Я говорю, ухаживать за ними это будет больно. Но в целом девушка просто невероятная. Ну что, распаковка окончена. Девочка теперь будет жить у меня. Она очень красивая, очень милая. Она будет замечательно украшать мой рабочий стол, следить за тем, как я работаю над новыми косплеями, монтирую видео, в частности вот это. И будет, в принципе, радовать меня своим присутствием здесь. А на этом мы будем на сегодня заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Очень рада, что смогла поделиться с вами вот этой вот радостной, замечательной новостью. Подписывайтесь на канал. Буду очень рада вашей обратной связи в комментариях, в лайках и так далее. Надеюсь, скоро мы с вами увидимся снова. До новых встреч. Пока-пока.